Всем привет! В этом видео блогер, стример и путешественник Сергей расскажет о том, каково это жить в состоянии непрекращающегося путешествия, знакомиться и встречаться с девушками из разных стран, расскажет о своей жизни на Филиппинских островах и почему ему резко пришлось оттуда уехать. Ну а прежде чем ты начнешь просмотр этого ролика, подпишись на канал и жмякни колокольчик. Я на тебя надеюсь. Серега, мы с тобой планировали эту встречу еще в Думагете, но тогда что-то не срасталось. И сейчас, волею судьбы, мы оказались во Вьетнаме, в Дананге, и наконец-то собрались записать этот разговор. Ты блогер, ты путешественник, да и вообще личность такая неординарная и неоднозначная для многих. И в этом видео я бы хотел поговорить, как вот простой инженер, который проработал в офисе всю жизнь, пришел к такому образу жизни, что перманентное путешествие стало твоим стилем жизни, стало твоим образом жизни, и как такой образ жизни на тебя повлиял. Ну что, попробуем? Да, можно попробовать. Вообще, расскажи немного о себе, откуда ты, сколько тебе лет, и чем ты занимался в России? Мне 39 исполнилось на днях. Ой, меня это пугает. Я занимался 16 лет, я проектировал здания и сооружения из металлоконструкций. Это офисная была работа, либо на объекте? Это была офисная в основном работа, но не только офисная, то есть командировки, авторский надзор называется. Я ездил на всякие месторождения нефтегазовые. Но я работал не только на нефтегазовых месторождениях, то есть объекты были и гражданские. Там всякие заводы, неважно какие заводы, торговые центры, спортивные комплексы. Я этим занимался в сумме, 13 лет. В одной и той же компании? Нет, компании, то есть, я по жизни такой, да, то есть, как вот я сейчас перемещаюсь, так же я поменял, там, компаний сложно по пальцам будет засчитать, но не меньше 15. То есть, явно не в одной. Максимум я в одной компании проработал 1,5 года. А ты помнишь, когда ты первый раз поехал за границу? Да, я прекрасно помню, это был 2018 год, я тогда еще был женат. И тогда мы поехали в Таиланд с бывшей женой. Да, это был первый раз, это был необычный такой первый раз, потому что у меня был тогда свой какой-то, наверное, кризис личностный, да, потому что я собирался разводиться с женой. И тогда я нашел для себя что-то новое в этой поездке. То есть вы уже были на этапе развода с женой и все равно вместе поехали? Да, мы были на этапе. Для меня это было какое-то такое, наверное, попробовать перезагрузка. Хотя было много попыток и психотерапевты совместные, потому что у меня ребенок, это вторая жена. Уж если начал о себе говорить, да, то есть у меня была первая жена, где я развелся, тоже ребенок, тоже сын. А это вторая жена. И для меня было больше всего сложнее принять тот факт, что я хотел семью, я хотел детей. И вот опять развод, и никак не получается. Я пытался делать все, что мог. И вот мы решили поехать в Таиланд. Попытка перезагрузить отношения. Попытка что-то, да, хоть что-то попробовать, понять, перезагрузить. Мне казалось, что мне какой-то инсайт придет в голову, что надо поменять. Ты помнишь вообще, что ты почувствовал, когда ты вот приехал за границу первый раз? Какие были твои мысли? Я сейчас не про твои отношения с женой. Да, я понял, о чем ты. Я прекрасно помню, потому что это такое запоминающееся. Я тогда, просто другой мир, да, другие люди, другая атмосфера, другие запахи. Я вообще даже когда по России ездил, я люблю обращать внимание на детали, да. И особенно меня интересуют люди. Вот когда живешь в каком-то одном регионе, я жил на Ставрополе долго, да, там люди со своим акцентом, со своим укладом, культурой. Я вот поехал там в Питер, да, там я по средней полосе ездил, да, там, и приехал в Таиланд. Это вообще другая страна, вообще с другой культурой. Мне было очень интересно с ними пообщаться. Но мне было не только с ними интересно пообщаться, как в принципе с любыми иностранцами, потому что я понимал, что тайцы, у них тайский язык, и мало кто говорит по-английски. У меня был ужасный английский, но хотя бы что-то я мог произнести. Я там, помню, пытался знакомиться с иностранцами. И вот тогда у меня родилась идея, что я хочу учить английский. Для меня это было, что-то такое, что дает мне желание и силу жить дальше, что-то развивающее, потому что я был в жутком кризисе, about to divorce, такое околоразводное что-то, да, и не знал вообще, где черпать энергию, для чего рано просыпаться с утра. В тот момент ты решил, что путешествие станет твоим стилем жизни, либо это был просто некий туристический отпуск? Я думал насчет путешествий, да, но я больше почему-то хотел изучать другой язык,
чтобы познакомиться с другими людьми и узнать, как они там, чем они живут, как они мыслят. Вот меня всегда это больше интересовало. Вот, кстати, поэтому, мне кажется, многие неправильно поняли мой канал, и в итоге я сам начал уходить со своего пути, скажем так, потому что, больше запрос шел на девушек, знакомство с девушками, и как бы я ни пытался связать девушек с тем, что больше мне нравится, а мне нравятся отношения с людьми, психология, психотерапия. Конечно, путешествие — это тоже интересно. И, естественно, я знаю, у меня есть такое качество, как создавать юмор. Я пытался в этом тоже найти смысл в своих блогах, потому что если я просто знакомлюсь с девушками, я в этом смысла не вижу, как ни странно, вообще не вижу. Я не вижу в этом какого-то развития для себя. То есть именно знакомство с девушками в контексте путешествия и в контексте общения с другой культурой. Да, это ключ некий такой, интересный ключ. Особенно это хорошо заходило на Филиппинах, потому что, ты знаешь почему, Серега, потому что Филиппины... Мы еще поговорим об этом. Да. Расскажи, просто перечисли, в каких странах тебе удалось уже побывать? С тех пор, как я поехал в Таиланд, я решил, во-первых, изучать английский язык, и я поехал на Филиппины через год ровно. Раз уж перечислю, потом после Филиппин я поехал в Таиланд. Потом, это было мое первое вообще такое путешествие, когда я уже развелся. А потом сейчас я уже 2,5 года езжу без перерыва, по сути, да, то есть я не возвращался в Россию. Я начал с Индии, Непал, Таиланд, Вьетнам, Филиппины, Индонезия, Малайзия, Гонконг, Китай, Камбоджа. Лаос? Лаос, да, 2 раза был. По-моему, все. Это Юго-Восточная Азия, за исключением Непала, Индии и Китая. Все. Из всех перечисленных стран, я так понимаю, что Филиппины заняли какую-то большую часть, где ты жил? Однозначно, они заняли 99,9% моего блога по разным причинам. Во-первых, английский язык, во-первых. А во-вторых, я ехал на Филиппины, особенно первый раз, именно изучать английский язык. То есть про баб я ничего не знал. Мне эта тема интересна, конечно, но больше меня интересовало общение просто с местными людьми. Слушай, а ты помнишь, в какой момент ты решил уже окончательно уехать из России и сделать перманентное путешествие своим образом жизни? Вот что тебя натолкнуло? Я не решил ни в какой момент этого. То есть я изначально планировал попутешествовать думал полгодика, да. Честно говоря, у меня не было обратных билетов, естественно, да, в это путешествие. И, я думал, как пойдет. У меня вообще первое в жизни мое путешествие, когда я ничего толком не планировал. Единственное, что я знал, что я хочу прям сильно перезагрузиться. И сколько это займет времени, я решил, я дам себе пространство для свободы. Пусть это будет первый раз в жизни у меня такая свобода. У тебя плана не было, ты просто закрыл глаза и упал в пропасть. Да. Я не закрыл глаза и упал в пропасть, а наоборот открыл глаза и поплыл свободно. Ты работал в офисе, ты работал инженером. Ты уволился с завода и сказал, я поехал путешествовать. Серега, путешествие – это вещь такая затратная, да? А в финансовом плане у тебя был план? Либо у тебя какие-то, сбережения, и ты думал, будь что будет? Я планировал на полгода, мне хватит денег, да? Но в связи с этой катаклизмами, реально непредвиденными, конечно, у меня началась тревога. Я вообще человек тревожный, и здесь финансы – это база, да? То есть нет финансов. На тот момент у меня, был доход еще. То есть нужно еще обязательно сказать, что помимо того, что я работал на заводе, это был не завод, точнее, грубо, неважно, у меня еще была группа проектировщиков своя, которым у меня заказчики в России, и я им давал работу. Но я собирался от этого уходить постепенно. И, конечно, я продолжал еще этим заниматься, но уже в меньшей степени, потому что еще влог, это, путешествие, ты знаешь, это на самом деле многие думают, что это легко, а на самом деле это очень и очень, Серега улыбается. Ох, сейчас вся говна полетит. То есть сидит чувак, сзади море пальмы и говорит, вы знаете, ребята, путешествовать это очень тяжело, очень выматывает. Да, я уже готов ко всему к этому. Все-то думают, да, что ты поехал кайфуешь, только постоянно тут такие виды у тебя сзади, за спиной. Поэтому я работал параллельно, скажем так, у меня это отнимало 3-4 часа в день. И я рассчитывал на крайний случай, да, что если у меня не получится блог, то какая-то работа есть, я могу там поднажать, да, и, это как запасной вариант для меня был. Эта работа была чисто удаленной, да? Это удаленный, я сам не работал, у меня есть разработчики,
и есть исполнительный. Я, по сути, как связующее звено, менеджер проектов, скажем так. И потихоньку чаша весов от работы к блогингу стала перевешиваться. Стало все больше и больше, потом уже блогинг стал уже чем-то обсессив, как по-русски сказать, вожделением каким-то, да? Вождением. Да, и, конечно, старую работу я в итоге вот сейчас ее нет. Серега, а почему ты в основном путешествуешь по Юго-Восточной Азии? Хороший вопрос. Я как-то однажды поехал вот в Египет, да, это Северная Африка. Ты Египет не перечислял, когда ты отвечал на вопрос про страны. Забыл Египет. Можно, конечно, там перечислить еще Грузию, там Армению и Украину, Белоруссию. Египет я поехал, и после Юго-Восточной Азии я поехал туда после Филиппин, там через какое-то время. Меня там кинули на бабки 5, я посчитал, по-моему, до 7 раз где-то, да. Я человек такой, то есть меня легко кинуть на деньги. И когда мне говорят, типа, Серега, тебе нужнее в Южную Америку, а я действительно смотрю, а куда еще я могу поехать с учетом, ну, того, что, например, в западные страны это, ну, дорого, я понимаю, что я не потяну своим доходом, тем более сейчас проблемы. Есть еще Латинская некая Америка, это крупный регион, да, где я не знаю испанского, но мне интересно учить другой язык. Я посмотрел, почитал, погуглил, там обокрали, у меня друг француз, он на Филиппинах сейчас живет, на Филиппинке женился, его там, в общем-то, ограбили, на него напали, руку там, ну, он повредил, по-моему, сломал. Вот. И много-много таких случаев, и я понимаю, что меня там по-любому ограбят, меня отнимут телефон, деньги и все, что есть, потому что так происходит. То есть чисто из соображений безопасности? Конечно, безопасности. Слушай, у меня такое возникло ощущение, что ты просто по кругу двигаешься. Филиппины, Вьетнам, Таиланд, Лаос, Камбоджа, Филиппины, Вьетнам, Таиланд, Камбоджа. Ну и в последнее время у тебя еще Китай добавился. Тебе не кажется, что ты застрял и двигаешься по кругу? Есть такое. Собственно, поэтому Китай возник. Чтобы немножко разорвать круг порочный? Во-первых, чтобы разорвать круг, а во-вторых, ну, мне нужен новый драйв, новая мотивация. Я, в принципе, чувствую, что я застрял. Мне нужно ради чего просыпаться, да, мне нужно чувствовать, что я развиваюсь. И я застрял, я прекрасно понимаю, почему. Я недавно буквально сидел вот на этом пляже и 2 дня просто ничего не делал, просто как вот дал себе, опять же, волю, вот как-то, чтобы пришло, что не так, куда я шел, к чему пришел, да. Разобраться, проанализировать свое недавнее прошлое. У меня есть круг интересов определенных, где я хочу развиваться. А блог, он меня немножко в сторону отвел. Вот. Поэтому сейчас мне нужно как-то... Ну, сейчас еще события толкают. YouTube, у меня аккаунт AdSense заблокирован, как у всех, из-за того, что я зарегистрировался как русский, у меня паспорт гражданина РФ. Соответственно, все аккаунты заблокированы, никакого дохода не будет. И у меня сейчас такая апатия внутренняя, что делать дальше. Помимо этого, у меня сейчас младший сын идет в школу, куча дополнительных расходов. И у меня в голове просто такое бам, как, чего делать. И, соответственно, надо менять кардинально что-то. Вот. И я понял, что мне нужно двигаться в том направлении, в котором я начал двигаться. А это... психотерапия мне нравится. Ну, скажем так, у меня было такое детство, которое отложило отпечаток на всю мою жизнь, да, и вопрос, чем я хочу заниматься, я пришел к такому выводу, что как бы я там пытался с собой бороться, я проходил курсы психотерапии, да, у меня не получались личные отношения с женой там несколько раз, да, я из тех, кто не старается все время вину переложить на, там, только на то, что это были жены не те, да, я понимаю прекрасно, что тут дело явно не только в ней. И я пытаюсь понять, как мне двигаться, да, от чего отталкиваться. Чем мне заниматься, что меня будет воодушевлять в этой жизни. И я понял, что так как в своем детстве я боролся с алкоголизмом своих родителей, сначала у меня отец, ну, я думаю, многих в постсоветском пространстве, многие столкнулись с этой проблемой, я был одержим этой идеей. Я в детстве, в школе, начиная с 6 класса, перечитал кучу книг про алкоголь, про то, как он влияет на здоровье, на психику. И потом дальше, чем дальше, тем больше, там всякие новые исследования. И уже в университете я ходил в библиотеку, тоже брал книги. И вообще, честно говоря, у меня в школе лучше давалась биология и химия. Это отец сказал, что ты должен пойти, вот ты должен технарем быть, все остальное херня. Я хотел стать каким-то медиком, честно. Мне всегда это нравилось больше. Я понял в какой-то момент, что мне хочется помогать людям просто. Я такой, ну как вот на языке психологическом,
спасатель некий, да, потому что в детстве мне приходилось спасать родителей. Тогда, когда взрослые не могут сами решать свои проблемы, ребенок включается в эту вот треугольник Карпмана, кто знает, в эту игру, и у него травма на всю жизнь. Он становится неким таким спасателем, потому что родители творят полную херню, они там бьют друг друга, орут друг друга. Вот, у меня есть сестра старшая, но она как-то от этого всего изолировалась в своей комнате, у нее отдельная комната была, я жил с отцом, я не мог изолироваться, потому что я жил в комнате с отцом, и я боялся этого всего. У меня была тревога, что сейчас опять произойдет пиздец. По-другому я назвать это не могу, и в принципе как бы это до сих пор меня сопровождает. То есть я, например, в отношениях, я понимаю, что мне нужен человек, у которого есть какие-то проблемы, чтобы ему помочь. Это называется зависимые отношения, да? Стремление починить человека. Ну, типа такое. И это на самом деле очень деструктивное поведение. Но многие люди, я прекрасно знаю, я консультируюсь с психотерапевтами, у таких людей есть свои плюсы, то есть они действительно могут стать хорошими психотерапевтами, потому что очень чувствительные, они могут считывать состояние других людей, очень эмоциональные, да. И я хотел бы это направить как бы в нужное русло, в правильное русло. Это вот то, о чем мы говорили за кадром пару дней назад, то, что тебе нравится быть инфлюенсером, подсказывать что-то людям, как-то направлять. Как-то помогать, если я могу быть полезен, как-то помогать. Но так, чтобы это было, конечно, не деструктивно, а уже с учетом тех знаний, того опыта, который я получаю. Я верю в официальную психотерапию. Я сам в России хотел пройти курс когнитивно-поведенческой психотерапии, причем на английском языке. Потому что я считаю, что вся это все из Запада, все в основном в Америке это развивается. У них там есть просто курсы. Честно, я мечтаю попасть на один из курсов. Есть даже курс, так и называется, «Взрослые дети алкоголиков», да, например. То есть там люди как анонимно собираются, то есть как анонимные алкоголики. Вот. И они вместе лечатся. Есть там 12-шаговая терапия. Вот. К сожалению, у нас в стране такого нету. Здесь я тоже это искал, нету. Сейчас смотрел в Китае, ну, вроде как что-то там такое, может, зарождается. Я бы хотел пройти такой курс и хотел бы, может, в дальнейшем, ну, может, проводить такие курсы, да, когда смогу. Ну, в первую очередь, надо над собой работать. Вопрос был, куда ты хочешь двигаться, да, то есть это некая цель, которую ты хочешь достичь, чтобы проводить эти курсы, может быть, онлайн, может быть, офлайн, да, в какой-то там стране. Почему вот ты не осядешь на месте? Почему вот ты постоянно в каком-то движении, как перекати поле? То есть гораздо же проще жить, когда ты пускаешь корни. Да, может быть, но я чувствую, наверное, себя... Во-первых, я сам по себе человек очень тревожный, да. Я уже тебе говорил, в принципе, мне и диагноз составили биполярное расстройство, да. Кто знает, что это такое? Это такое нестабильное эмоциональное состояние довольно... Ну, все это, опять же, связано с детскими травмами. То есть это или маниакальное, у меня гипомания, то есть не сильная какая-то мания, когда слишком много энергии. Мне стоит бояться? Не бойся, все нормально. То есть я безопасен абсолютно, наоборот. Я человек такой, ни на кому не наврежу. То есть у меня или гипомания такой, я слишком заряженный, энергичный, или депрессивная фаза, да. То есть это как бы компенсация этой гипомании. Когда, ну, сил нету и вообще просыпаешься, и зачем жить, и что делать дальше. Но ты не хочешь пустить корни где-нибудь? Я чувствую, что я пока не вышел на ту орбиту развития, да. То есть вот это вот движение по кругу, оно тебя с каждым новым витком выталкивает тебя на следующую, более широкую орбиту. Если посмотреть на план, да, то это как бы круг. А если ты посмотришь в профиль, да, скажу более понятно, то это спираль. И все равно ты не возвращаешься, человек не возвращается на ту же позицию. Все равно немножко движение наверх есть. Но по сути, да, мы все в своем развитии по спирали движемся. Совершаем те же ошибки, уходим немножко в сторону. Но это опять же для того, чтобы вернуться на свой путь истины. Я верю в какое-то предназначение и в то, что я должен заниматься именно своим делом. Из всех стран, в которых ты был, какую бы ты рассматривал в качестве страны, в которой ты бы хотел пустить корни? Пока никакую. То есть пока что Китай, наверное, единственная страна, да, возможно, Хорошо, Китай. А если гипотетически не ты, а кто-то у тебя спросит из твоих подписчиков: Серега, вот из всех стран, в которых ты был, какая более комфортная страна для иммиграции? Какую бы ты назвал? Ну, я не могу давать советы здесь как эксперт абсолютно, да. Мое мнение, Таиланд неплохая страна для иммиграции. Но надо учитывать визовую политику, да. Если брать визовую политику, то это, конечно, Филиппины. Там можно находиться до 3 лет без выезда, по сути, продлевая постоянно визу.
Вот. Но там проблема какая? Там не найти работу вообще. Ну, как бы можно найти, но это прям для людей исключение, наверное, да. Таиланд, по мне, это питание, но для меня важный фактор. Я как бы стараюсь следить за здоровьем. То есть это более-менее здоровая пища. Поэтому Таиланд, и как бы это недорогая страна, это очень красивая природа, люди в целом, да, очень дружелюбные. Ну, наверное, поэтому Таиланд. Вьетнам я не рассматриваю. Не знаю, мне здесь как-то просто не мое, честно. Может быть, поэтому я говорю, я не эксперт, потому что кому-то, я знаю, точно подходит больше Вьетнам. Мне не подходит вот энергетика, и все, как ни крути. А Китаем ты почему увлекся? Прям чувствуется, что ты увлекся Китаем, ты был в Китае, ты хочешь найти китайскую девушку, ты об этом декларировал. С чего вдруг такое увлечение Китаем резкое? Ну, во-первых, наверное, вот ты говоришь, я хожу по кругу. Я понимаю, что первое, что меня не устраивает во всех странах, в которых я хожу по кругу, это климат. Очень-очень жарко. И есть люди, которые могут как-то адаптироваться, акклиматизироваться. Я явно не из таких. Ты выбрал путешествовать по Юго-Восточной Азии. Здесь такой климат. Да, здесь такой климат, но я вот готов там приезжать и уезжать, приезжать, но постоянно жить, вот я чувствую, это не мое. Поэтому Китай, вот я пожил там, когда была весна, и я прям воодушевился, я почувствовал себя лучше гораздо. Ну, я еще и, наверное, сова, то есть я просыпаюсь чуть попозже. И я просыпаюсь там в Китае, я был в Куньмине, там на улице плюс 24 днем. И я просыпаюсь там, если к 10 утра, я выхожу на улицу и комфортно. Здесь, если ты проснулся в 10, там на Филиппинах в 9 или даже в 8, то ты такой, ну что-то поздно я проснулся, и что делать вообще, дома сидеть? Мне жарко и невыносимо, я весь потный, я теку, и я не могу, мне тяжело. Очень странно, на самом деле, потому что ты 2,5 года живешь в таком климате. Я говорю, кто-то может адаптироваться, я нет. Серега, я заметил, что ты в своих путешествиях чаще всего возвращаешься именно на Филиппины. Почему? Ну, потому что все просто. Потому что мой доход связан с Филиппинами. Потому что, если ты посмотришь мой YouTube-канал, у меня 99,9% видео, что я выложил, это из Филиппин. Почему 99,9, а не 100? Потому что одно видео я выложил с острова Бали. У тебя же были видосы. Это лайвстримы. Все видосы только из Филиппин. Да не гони, я с Индии смотрел. А, это до Филиппин, да, до Филиппин. Тогда у меня были деньги, были запасы жизненные. То есть это чисто связано с работой? Это связано с тем, что я на survival mode, в режиме выживания. Я думал, ты сейчас скажешь, потому что у них там дружелюбный менталитет, еще чего-то. То есть с этим никак не связано? Я тебя разочарую. Как тебе сказать? Нет, это связано тоже. Давай так, ладно. Тут просто, видишь, вопрос так задал, я так ответил. Мне здесь вот чего не хватает? Мне здесь не хватает общения с местными. Еще раз, здесь это во Вьетнаме, мы сейчас во Вьетнаме. Когда я не на Филиппинах, чего мне не хватает? Первое, это общение с местными, да, то есть общение с иностранцами, с русскими мне не так интересно, скажу честно. Хотя, наверное, мне нужно там 1-2 друга, кто будет меня понимать, но у меня такие в России есть. А мне интересно именно понять культуру, как люди живут. На Филиппинах у меня никогда нет проблем с общением, да, и, конечно же, я чувствую себя там, ну, как я, так, человек, склонный к депрессии. Если ты знаешь, что чем больше человек в изоляции социальной находится, тем он более склонный к депрессии. Мне не рассказывай. Да, я прекрасно и знаю. наоборот. То есть, чего мне как раз и не хватает. Почему я рвусь на Филиппины в том числе, да? Потому что я туда поеду, и я знаю, что в первый же день, там, hello, и я всегда найду с кем пообщаться. Пусть это будет какое-то поверхностное общение, но я чувствую там себя среди людей, знаешь. Вот здесь ощущается некая изоляция, ощущается, что ты как бы, ну, ты свой среди чужих все-таки, да, или чужой среди чужих. Да, здесь есть какой-то комьюнити, но я опять же говорю, меня иностранные комьюнити не так интересно. Мне сейчас что больше интересно, что появляется все больше моих подписчиков в таких вот местах. И да, потому что это люди больше по интересам. И вот с тобой я общаюсь, еще один подписчик, третий, четвертого на пляже недавно встретил. И здесь я чувствую себя как бы, ну да, покомфортнее немного. А так на Филиппины я скучаю. Стандартная рубрика, стандартные вопросы, разные ответы. Назови 3 плюса Филиппин и 3 минуса Филиппин как страны для иммиграции. Ну, первый плюс Филиппин я уже сказал только что, да, на мой взгляд. Это коммуникация и, ну, пусть это будет английский язык 1 плюс. Коммуникация на английском языке, хорошая коммуникация.
Второй плюс – это, ну, это, несомненно, красивая природа. То есть такой природы, наверное, я нигде не видел. Абсолютно. Третий плюс – это визовая политика, наверное. Это вот 3 основные плюса. Но для меня первый плюс, он прям перевешивает все остальное. 90% для меня это общение и языковой барьер. Минусы? Ну, я на своем канале много раз про это говорил. Давай 3 ограничимся. Хорошо. Самые топовые 3 минуса, топовые. по твоему мнению. Первое – это еда. Это абсолютно нездоровая еда. Какая-то приверженность фастфуда дикая. Жрать нечего. То есть приходится вот так вот на английском begging, выпрашивать их. Ну, нарежьте вы мне хоть чуть-чуть лучка. Я родился в Баку, и у меня мама всегда много зелени делала. Там, знаешь, там кинза, лучок, петрушка, укроп, там, зелень. И я себя чувствую хорошо. Салатики каждый день. Когда ешь вот эти зажарки, соусы какие-то и рис везде постоянно, но это невыносимо. Я себя начинаю чувствовать прям плохо. Второй минус – это медлительность и какая-то все, что связано с этим медлительностью филиппинцев. Ну, медлительность, и, наверное, как вот на английском будет правильно, slow mind. Это не только медлительность, но и их нежелание развиваться, наверное, филиппинцев, да, то есть у них понятие оптимизировать что-то упростить, что-то усовершенствовать, мне кажется, вообще отсутствует. Люди могут жить, у него какое-нибудь кафе на пляже, в хорошем месте, у него, блин, идет дождь, и, не знаю, вода капает на стол, капает и клиентам, и ничего не происходит, с годами не меняется. Ты приходишь, у вас есть Wi-Fi, здесь даже в любом, я не знаю, заведении, в магазине Wi-Fi есть. Там до сих пор они не могут почему-то это сделать, этого нету, да? Или там приходишь в один и тот же миграционный центр ручкой заполнять, у них ручка не пишет. И говоришь, у вас есть другая ручка? А, сэр, сейчас подождите, они могут искать полчаса ручку. Потом приходит следующий клиент, пациент, наверное, лучше, миграционный центр, у вас ручка не пишет. А, сейчас подождите, я буду вам искать ручку. Или где ваш Wi-Fi? То есть нельзя какую-то табличку сделать, в номере написать, где Wi-Fi. Он будет, Wi-Fi, сэр, сейчас я поищу. Он пошел, куда-то звонит, спрашивает. Wi-Fi, дает неправильный Wi-Fi. Он не подходит, чувак, твой Wi-Fi. Ты через час узнаешь. Он такой, не подходит, сейчас я узнаю. На следующий день он может узнает, а может и нет. Это второй минус. Как ты завелся? Я не могу, потому что это прям... Больной. Это больная тема, то есть есть люди, которые могут это принять. Так уж сильно не тряситесь, те, кто очень воодушевился моими речами, да, или наоборот. Но есть люди, которые, я знаю, спокойно это могут принимать и говорят, ну, так и есть, так есть, так и есть. Я видел таких людей, они живут. Правда, они тоже становятся более медлительными, и мне кажется, что они тоже такие же становятся. Пофигу, можно ничего не менять. Филиппинский образ жизни влияет на мозг, влияет на твой быт, и ты тоже офилиппиниваешься. Ну, на самом деле, я понимаю, что это может раздражать, но когда люди живут на Филиппинах долго, то я вижу изменения в корах обоих полушарий головного мозга. Есть люди, которые принимают, есть люди, которые, как я. И, наверное, те, кто как я, им не место на Филиппинах. Им можно там пару месяцев провести, они начинают заводиться, беситься, и им лучше куда-нибудь исчезнуть. А те, которые принимают, они принимают и могут там жить долго и комфортно. И третий минус. Ты 2 назвал? Давай третий. Ой, хорошо, когда есть гайдлайн, когда есть этот гайд, который тебе вот... Потому что у меня мысли скачут и теряются. Первый был еда, второй была slow mind. Да, ты мне сказал 2, и мне кажется, я уже 6 перечислил туда, запихнул в один, потому... Slow mind? Да, slow mind, you can say that. И третий минус... Ну, пусть это будет... Но все-таки мы не говорили об этом, хоть я пытался это во второе запихнуть. Ну, то есть, немного, чтобы никого не обидеть, недоразвитость. То есть, в плане не то, что там экономическом каком-то, а в плане жилье, условия жизни, бытовые условия жизни. Ну, мне кажется, что они просто не хотят ничего не менять. Опять же, это можно отнести к slow mind, но я думаю, что отдельный третий минус – это все-таки... то, что страна еще недоразвитая. Тут, по сути, так можно сказать, да. То есть Таиланд, нам там комфортнее, да, по условиям жизни. Во Вьетнаме уже меньше комфортно, потому что страна как бы более стремится к этому развитию, гораздо дальше ушла. А Филиппины в этом плане еще им развиваться и развиваться. В плане цивилизации.
А какие ты страны можешь сравнить с Филиппинами именно в плане цивилизации? Что скажешь насчет Лаоса, Камбоджи? Похожи они на Филиппины? Вообще не похожи. По мне, так все страны очень сильно отличаются. Я, опять же, говорю, я человек, который любит находить детали, и я больше фокусируюсь на общении с людьми, на уклад жизни, да, в целом. Все это такая культурная составляющая. И, например, я когда ехал в Лаос, мне говорили, что эта страна бедная, такая же, как и Филиппины. Я когда приехал, во-первых, я, кстати, люблю тоже статистику, я посмотрел по статистике, в плане экономического развития Лаос там далеко позади Филиппин. Я ожидал увидеть то же самое, что я видел на Филиппинах, где куча каких-то бегающих детей, просящих у тебя деньги, постоянно лежащих на асфальте, бездомных, да, там, возле магазинов бездомные, ну, везде тебя просят деньги, люди, ну, и в целом молодежь, которая не может себе позволить сигареты, жвачку, да, какие-то элементарные потребности закрыть, не знаю, там, чаек даже попить на Филиппинах. Я хочу сказать, что здесь, во Вьетнаме, так же, как и в Лаосе менее, но все равно, очень популярны всякие кафешки. И для меня это как бы, ну, некий показатель, потому что они забиты каждый день. Туда люди приходят, в основном, у них такая культура попить кофеек, чаек. И что вы думаете? Минимальный чек, вот я захожу попить туда чаек, я не такой фанат чаев этих, это 50 тысяч, это 200 рублей. Это просто чаек заказать. И они все забиты. То же самое в Лаосе. Ну, в Камбодже, да, там более бедная страна, и это, наверное, такое исключение. Но все равно я вижу, что на Филиппинах подавляющее количество людей живут просто очень бедно. То есть они ходят в каком-то рванье, они едят тут прям рис, и с какими-то, ну, или ты знаешь, как это, chicken skin, кожа куриная, там, соусами все забивают. И это, конечно, кажется, что очень бедно. Там стреляют сигаретки, стреляют 5 песо. Субпродукты это называется, да? Когда хрящи, да, кожа, да, еще да, чего-то перерублено, все это отварено. То есть, на мой взгляд, жизнь в этих странах, самых, казалось бы, бедных Юго-Восточной Азии, оказалось, что она совсем не такая бедная, как на Филиппинах. Филиппины — это прям вот такое огромные, большие трущобы, за исключением островов, где люди живут бедно, но хотя бы не трущобы. Серега, расскажи, пожалуйста, что с тобой случилось на Филиппинах последний раз и почему ты оттуда уехал? Ну, тут два основных фактора. Первый фактор, мне постоянно подписчики писали: Серега, будь осторожен, филиппинские законы надо знать. И вот то, как ты ведешь свой канал, это, оказывается, противоречит законам Филиппин, за которые тебя вообще могут, оказывается, уголовка посадить. Я не обращал внимания, я думал, кто-то прикалывается, там хейтеры, чего-то как-то. Оказывается, то, что я знакомлюсь с девушками, то, что я их показываю на камеру, это при желании, если у тебя есть прям хорошие хейтеры, тоже можно трактовать как у них есть такой закон — сватовство, или даже пропаганда сватовства. Моя цель была показать быт, уклад жизни людей, как они живут. Ну, конечно, хотелось показать, какие девушки красивые, да, о чем они думают, да, чем они живут, что они едят, куда они ходят, как они отдыхают. Но получилось так, что, значит, и хейтеры, которые у меня есть на канале, они решили, что, значит, я вот этих девушек просто приехал туда унизить. И особенно, когда я начал переводить их, то есть кто-то подумал, что это закадровый перевод, это как бы унизительный он для кого-то. И решил, значит, обратиться там к каким-то филиппинским юристам, перевести мои видео даже, расшарить это на местных пабликах, показать, какой я, оказывается, значит, плохой человек. Во-первых, то, что я, попадаю под эту статью закона, мне так говорили, по крайней мере, мне угрожали, писали, сватовство. То есть то, что я, значит, вот предлагаю филиппинок иностранцам. Это действительно незаконно, но это незаконно в плане, что есть организация какая-то, значит, действительно нанимает филиппинок, вывозит их как-то, да. Но под этот закон может любой попасть. Почему я это знаю? Потому что один немец, он сейчас сидит в тюрьме больше года. Ну, на Филиппинах, да, очень такое вольное трактование некоторых законов. Да. Тут просто главное, чтобы не нажить себе врагов, мне кажется. Если ты нажил врага, то при желании тебя могут засадить, как я видел. Просто есть примеры иностранцев, и это нехорошо. Второй фактор, который я не сказал, да, конкретно, что со мной произошло, здесь уже больше касается меня, а не чего-то там абстрактных хейтеров, которые там писали, переводили, пытались навредить. Ну, а, конечно, это морально по мне стукнуло больше, чем
чем напрямую. Здесь, значит, что произошло? Год прошел уже после того, как я ездил к одной, ну, вы знаете, я ездил, девушки меня приглашали к себе домой, знакомили к родителями. Уже прошел год. И после того, как я к ней приехал туда на Бахол, решил ей, значит, порадовать, что твое видео с тобой набрало почти 1 миллион просмотров. Подожди, ты какое-то время назад, там, год назад записал видео с девушкой. Да. Потом ты это видео не опубликовал, опубликовал его спустя какое-то... Нет, я его опубликовал, просто она об этом не знала. Она себе нашла парня-иностранца, и как-то так, но тем более я продолжал свои влоги вести, и она потеряла ко мне интерес. И она не знала, что я видео с ней выложил. Хотя она давала согласие, это даже на видео было. Она говорила, да, без проблем, снимай, показывай. Но когда по происшествию там 1,5 лет, я приехал, даже 1,5 лет, я приехал к ней и порадовать, просто порадовать, сказать привет, как дела? Ты знаешь, ты звезда у меня на российском канале, показал, у тебя почти 1 миллион просмотров. Она хихи-ха-ха, хихи-ха-ха, а потом пошли грозные письма. Или ты удаляешь это видео. Первый раз я проигнорил, сказал, да я не буду удалять видео, почему? И она начала уже меня вот это шантажировать. Она мне сказала, значит, а помнишь, значит, ты меня тут держал за ручку, а мне еще не было 18 лет на тот момент, хотя на видео я ее спрашивал, и мама ее говорила мне, что ей уже было 18 лет. Не знаю, честно говоря, я не знаю, это правда или нет, было ли 18, не было. Ты спросил, если тебе 18 лет, и она подтвердила прямо на видео, что ей... Конечно. Но у вас не было ни секса, ничего. У нас не было ни секса, ну, скажем так, было такое, обнимашки там, близость какая-то такая была. Но секса, прям какого-то секса не было, но... Она угрожала заявлением об изнасиловании? Я правильно Нет, понимаю? не изнасиловал ни в коем случае. Она мне сначала угрожала, значит, тем, что я несанкционированно выложил видео с ней, не спросив ее разрешения. Когда она увидела, что я сказал, да фигню какую-то ты гонишь, ты даже на видео сказала, что я у тебя спрашивал разрешения, она решила уже вот выдумывать вот эту историю, а мне не было 18, мама моя подтвердит, что мне не было на тот момент 18, хотя прошло 1,5 года, попробуй сейчас что докажи. Вот. Но дело в том, что я не помню законы, дело в том, что у меня подписчик хороший, адвокат на Филиппинах. Я позвонил адвокату, он, конечно, немножко кипишной. И он мне сказал, Серега, бери билет, чем раньше, тем лучше. Он говорит, я тебе объясню, в чем дело потом. У тебя нет времени. Бери билет, чем раньше, тем лучше. Я как бы начал его допрашивать. А почему? А что? А как? Ну, потому что я не собирался уезжать. У меня планы были. И он мне начал присылать статистику. Он мне начал присылать ссылки на видео. Он не работал адвокатом на Филиппинах, но у него есть сообщество вот это адвокатское на Филиппинах. Вот. И он мне рассказал историю. Ты знаешь, сколько в год людей обращается, филиппинцев, по поводу вот этого абьюзинга, minor абьюз, то есть там типа несовершеннолетний. И поверь мне, здесь уже не важно, было, не было, доказательства, не доказательства. Тебя просто хватает полиция, вот. И первое, что обычно как происходит, ну это такая система, на фильме, у тебя было видео на эту тему, он мне это прям все рассказывал. Он мне сказал, 20 тысяч баксов, ты готов сейчас отдать? Это, говорит, минимум, Серега. Поверь мне, она только пойдет в полицию. Просто там дело как было. Мама ее заинтересована была пойти в полицию. Она маме сказала, и мама ее ой-ой-ой-ой-ой. Он мне сказал так, если мама просто так пойдет ляпнет что-то в полицию, они за это дело схватятся. Там не важно, доказательства не доказательства. Тебя просто схватят, и поверь мне, ты уже ничего там не докажешь. Тебе скажут 20 тысяч баксов. Если не будет там в течение недели, там ценник повышается. И ты будешь сидеть в это время в тюрьме. Он мне говорил, что есть американцы, иностранцы, там, и вот этот немец публичный, там блогер один, которого посадили больше, чем на год. Хотя он снял проститутку на видео. Она ему сказала, что есть 18 лет на видео. Вот. Он выложил видео, она ему сказала, удави ли видео, или я пойду заяву напишу. Он сказал, я не буду удалять видео, пошел нафиг, немец. Это видео есть в интернете. Вот эта вся история есть в интернете на английском языке. Она взяла, подала на него заявление, его тут же посадили. Суд принял решение, буквально там на этой же неделе, то есть он получил 5 лет. Он получил 5 лет, и я знаю точно, что он сидит 2-й год в тюрьме. А то, что он снял проститутку и показал ее на видео? Да, показал просто даже там, ну как они обнимались, показал, это не важно. То есть, по сути, если ты тронешь рукой девочки, которой нет 18 лет, вот так вот за руку возьмешься, она может пойти маме
или пойти в полицию, и тебя посадят, и дадут тебе хороший срок. И она скажет, что он меня пытался изнасиловать, и ты ничего не сделаешь, ты ничего не докажешь. А вот она или ее мама у тебя просили какие-то деньги в переписке? Ничего не просили. На самом деле, как мне кажется, что она хотела, конечно, что я удалил видео. Я удалил видео, это честно, да. Я удалил видео, но я уехал из страны, как мне посоветовал адвокат, потому что он мне сказал, что да, может они не пойдут, но если они пойдут, Серега, то тебе никто не поможет. Тебе, пока ты деньги не отдашь, там уже не разбираются, там уже не спрашивают, там просто нужно бабки дать. И там у тебя нет никаких прав, по сути. Конечно, может, если у тебя там хорошие, я не знаю, связи с генконсульством, там, да, но, как вот наши говорят, что особо оно им не помогало. Поэтому я выехал, и, прошло довольно много времени, и, честно говоря, я решился поехать обратно. Я просто написал маме, потому что она меня заблокировала сразу же там. Ага, ты написал маме этой девушки? Недавно буквально написал маме девушки, узнать, как дела. Мама извинялась. Мама сказала, что у нее все хорошо, извини, мы не хотели ничего плохого. Главное, что ты видео удалил. Если ты его удалил, то у нас к тебе никаких претензий нету. Вот, поэтому я успокоился. Есть, конечно, шанс, что она неадекватная, там еще что-то, но вроде бы все нормально, скажем так. Серега, какое-то время назад, я помню, может быть, около года назад, ты явно топил за то, что у тебя серьезные финансовые проблемы, и ты прям на это напирал, что ты хочешь искать работу либо учителем английского языка, либо инженером. Искал в Маниле, искал где-то, по-моему, тут во Вьетнаме, если я не ошибаюсь. И через какое-то время эта повестка у тебя в контенте ушла. Ты тогда решил эти вопросы? По большей части, да. На самом деле, как я уже говорил, да, то есть это большая часть моей тревоги. Некая такая база, чувствуешь, а что завтра будет, а что завтра? И действительно, я об этом говорил, наверное, много, я от этого тоже получал хейта, мне было неприятно это слышать. Да, действительно, особенно лайвстримы, почему я стал их делать регулярными, каждую неделю, появилось больше подписчиков, и как-то, более или менее я чувствую, что, начал чувствовать, пока вот сейчас с Ютубом это не произошло, что, мне хватает. Мне хватает на мои повседневные потребности. Большего мне пока и не надо для того, чтобы дальше двигаться, развиваться как-то. Поэтому, да, и меньше тревоги стало, и я об этом стал меньше говорить. Но смотри, что я хочу спросить. При этом ты не перестал путешествовать. Ты постоянно двигался с одной стороны в другую, с одной стороны в другую. И я по себе знаю, что движение стоит денег. Гораздо дешевле было бы осесть и снять квартиру на долгий срок, чем снимать посуточно квартиру, да? Гораздо дешевле готовить самому, чем питаться на улице или в кафешках. Ты не видишь здесь никакого противоречия? Нет, я не вижу противоречия. Дело в том, что если я на одном месте оседаю, то, я как-то становлюсь не таким активным, что ли, да? У меня гораздо меньше мотивации делать какие-то съемки. Мне нравятся съемки именно, я, может, сейчас преувеличиваю, я бы сказал, репортажные какие-то съемки. Съемки с места событий, да. И вот у меня получается делать такое, когда я приезжаю на новое место, потому что для меня все новое. Мне хочется показать, мне хочется познакомиться, пообщаться с этими людьми, что-то увидеть. И я такой весь воодушевленный, и я это делаю с удовольствием, у меня это получается. А когда на одном и том же месте, я буду вот эти стримы ездить на то же место и с теми самыми людьми общаться, у меня мотивация падает. Но при этом у тебя ежемесячный бюджет будет в 2 раза меньше. У меня доходы больше. У меня доходы за счет стримов, за счет того, что я разгоняюсь как-то, я чувствую вот эту волну, я чувствую, энергия идет. Да, я больше затрачиваюсь, но у меня больше энергии идет и как-то больше ко мне приходит. Деньги для меня – это энергия. То есть, если, например, можно, конечно, максимально урезать все расходы, жить в какой-то конуре, я не знаю, ограничиться в общении, ни с кем не знакомиться, чтобы лишнее, не дай бог, никого не потратить, да? Но тогда совсем депрессняк начнет накрывать, ты меньше тратишь, но меньше получаешь энергии. Я верю в то, что когда ты отдаешь эту энергию, ты больше получаешь, оно приходит. И я это чувствую, так оно и есть. И это для меня, скажем так, такое что-то, новая волна, новая энергия. Я вроде бы по тем же странам езжу, да, ты говоришь? Да. Но я там сейчас во Вьетнаме 3 недели, пока еще нормально. Не соскучился я по Таиланду. Обычно в Таиланде я начинаю скучать где-то 3 месяца, 4 месяца я не нахожусь, мне не хватает. Мне не хватает Таиланда, я обожаю эту атмосферу.
Филиппины я давно уже соскучился, скажу честно. Я хочу в ноябре поехать. Я очень соскучился по этому вайбу. Я знаю, что если я там прожил 3 месяца, оно все уже приелось немножко не так. Вот. Но когда я приеду на Филиппины, я буду, конечно, летать первые дни. Я соскучился по людям больше, по их реакциям, по их дружелюбности вот этой, по их противоречивости, по их тупости, вот по всему. Но я реально соскучился. Я очень соскучился по филиппинской доброте. Все равно атмосфера там такая, что ты можешь свободно как-то говорить. По крайней мере, никто на тебя напрямую не наедет. Ну, атмосфера праздника немножко, даже такого социопата и депрессанта, как меня, там заряжает. Да, да. Ты знаешь, да, о чем я говорю? Да, я ты понимаю. понимаешь, Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Но с другой стороны, я согласен с тобой. Ты мне задаешь вопрос, я вижу в нем как будто бы еще один вопрос. Конечно, нормальному человеку желательно было бы как-то наладить свой ежедневный быт. Потому что все время там от празднования к празднованию, да, там путешествий тяжело, это реально тяжело. Да, это входит в некую привычку, иногда нужно путешествовать. Я иногда депрессую как раз по поводу того, что у меня нормально не налажен мой быт, потому что я знаю, что, например, что мне сейчас знакомиться здесь с девушкой, я вот через 2 недели поеду в Китай. И поэтому я вот сейчас для себя принял решение, что я хочу в Китае пожить, ну, если, дай бог, найду работу, хочу там хотя бы годик пожить. Тебе виза позволит это сделать? Если я устроюсь на работу, то позволят. Еще есть вариант бизнес-виза. Нет, правда, Серег, вот как ни крути, ну, я действительно ощущаю, что ни в какой стране я до конца как-то себя не чувствую удовлетворенно. Может быть, не те страны? Может быть, не мои страны. Вот. Но пока что Китай... Может, тебе в натуре Латинскую Америку попробовать? Там вроде атмосфера вот этого фиесты, честно сиесты. Сказать, честно, Серег, я бы хотел очень, как это, может, сейчас будет смешно звучать, но я хотел бы реально в США поехать. Или там куда-то в Англию. Вот банальщик. Да, может, это банальщик, но в первую очередь для меня, лично для меня, почему США? Во-первых, там язык, да, я все-таки хочу развиваться в этом языке. Во-вторых, это мои направления, где, опять же, я хотел бы развиваться. Мне кажется, ты там не смог бы вот так вот приходить к людям. Я думаю, что смог бы. Я думаю, что смог бы. Да, там было бы больше кринжа. Я даже смотрел и наблюдал подобные каналы. Там было бы более стрессово, но, опять же, это, интересно. В основном все хотят делать хороший, правильный контент. А мне нравится именно такая кринжатинка. Давай вернемся к стримам. На самом деле интересная тема. Ну, мне она интересна тем, что я бы так не смог, например, как делаешь ты. Были ли у тебя какие-нибудь казусные моменты, когда людям не нравится, что ты их снимаешь, какие-то конфликтные ситуации, либо, может быть, какие-то истории произошли с тобой? Ты можешь что-нибудь такое назвать? Да хуя. Ну, он же в Таиланде, когда я там снимал этих леди-боев. Ну, там просто я шел по этой улице проституток. Это Волкин-стрит или что-то такое было? Ну, типа, там же много этих улиц. Я, честно, вообще не фанат. Мне от этих мест, вот, я думаю, многие не поверят, подумают, что я там, типа, специально, чтобы посмотреть, какой хороший, показать, да? Мне тошнит. Я не люблю эту атмосферу какого-то блядства. Мне она не нравится, вот честно. У меня никогда не было, ну ладно, не пизжу, у меня была одна шлюха, я был мне было 20 лет, я был этим девственником, пацаны типа ха-ха, хи-хи, я ж честный. И что, пришлось шлюху снять. И я такой, я это сделал, я, не девственник, мне было 20 лет. Но вообще никакого кайфа, и, я брезгую, наверное, шлюхами, да, они какие-то грязные, их все трахают, они там болячки, не болячки, вот. Но большой запрос, поснимай этих шлюх, я пошел снимать с камеры этих шлюх, налетели. У меня же есть, кстати, канал Boosty, где мои все стримы, и там можно даже этот стрим посмотреть. Они на меня налетели, я не прерывал стрим, хотя от меня требовали. Одна баба меня за руку схватила, другая за другую руку. Меня там скрутили как-то. Подбежали леди-бои, и бабы, и шлюхи, и охранники. Охранник кричал: «Делит, делит, делит». Я говорю, мне нечего удалять, делит удалить, потому что это лайвстрим сейчас идет, дурачки, вас сейчас снимают. Но в итоге я так вырвался как-то, я не знаю. Просто вырвался и убежал? Вырвался и убежал. А они? Они, там одна побежала но она когда поняла, что она одна бежит со мной, она одна не справится, она отстала. И все это дальше пошел. Да, и все это было на стриме. Мне было как-то страшно. Мне было то, что там, наезд вот такой, знаешь, там, то, что сейчас заставят удалить, стрим оборвать, да? Вот в этом плане мне было неприятно, что на тебя орут, ругаются. В этом плане мне было, конечно, некомфортно. А так, в основном, это был самый, наверное, жесткий случай. Так, в основном, это если заходить куда-то вовнутрь в заведение, наружу-то обычно нет проблем. Люди в заведениях,
Особенно там, где есть иностранцы. Иностранцы кто-то факт покажет, а кто-то начинает: motherfucker, you screwed up, man. You want to beat up, bro. Вот, начинают, ну, знаешь, что американцы, там, австралийцы. Ну, дальше этого гавканья не заходило? Скажу честно, я стараюсь от конфликтов таких не убегать, но решать их как-то дипломатично, да? Но не лезть, конечно, на рожон. Зачем мне это надо? Я им такое говорю, типа так: я не вас снимаю, что-то типа того, делаю такое лицо виноватое, типа я уж извиняюсь, там, даже могу извиниться. Но когда меня оскорбляют, да, вот здесь тяжело, чтобы, блядь, не начать матом в ответ их ругать. Но они же твою мать все равно не поймут. Не поймут, но внутри такое желание есть. Серега, у тебя сейчас есть источники дохода, кроме Ютуба и около ютубной деятельности, кроме блогинга? Последний раз такие доходы были у меня, наверное, полгода назад. То есть я постепенно от этого уходил и в итоге ушел. И да, из-за этого у меня тоже страхи возникали. Был доход, я столько лет на это работал, у меня своя группа, да, проектировщиков. Ну, возможно, я смогу к этому вернуться, но не хотелось бы, честно. Я от этого ушел не случайно. Вот. Но сейчас, опять же, страх, режим выживания, то, что вот это с Ютубом произошло. А сколько, если не секрет, ты в месяц тратишь вот на такой образ жизни? Какой у тебя бюджет, если не секрет? Ну, где-то $1000, 1200. $1000, 1200 хватает, чтобы примерно по одному месяцу жить в одной стране и переезжать в другую? Абсолютно хватает. Ну, билеты все дешевые. Но вот тут просто многие думают, что тут какие-то космические деньги. Билеты на самолеты, там, если в долларах, там, ну, обычно меньше $100. От $50 из билета. Да. Но я всегда, то есть я пользуюсь сайтами, агрегаторами, я уже знаю, что, где, как. У меня, ну, обычно билеты до $100 стоят, да. В Китае я вообще на поездах катался, очень удобно. Отели все, ну, ты знаешь, даже посуточно снимая, там, ну, у меня средний ценник где-то $15. Есть максимальный лимит $20, да, там. То есть на самом деле, ну вот я влазю в этот бюджет каким-то макаром. Ты на Филиппинах провел в общей сложности, наверное, больше года, да? Да. У тебя были отношения с филиппинками, ну, кроме Ким? Были. Ну, я имею в виду не флинг, не интрижки, а именно когда был шанс, чтобы эти отношения переросли во что-то больше. И почему эти отношения никуда не привели, если были? Ну, на Филиппинах у меня отдельная история. То есть я там набрал какую-то бешеную популярность. И я думаю, что вот это повлияло на все отношения, на все. На самом деле, вот я, например, с девушкой начинаю встречаться, и я понимаю, что я пошел в магазин, мне девушка тут подмигивает, улыбается, намекает на что-то. Потому что она тебя узнала. И узнала, и то, что видно, что она хочет со мной фильтровать. И я пошел в другое место, такая же история. Мне писали бабы, ну я не шучу сейчас, без прикола, вот если даже посмотреть, там, знаешь, есть спам, да, в Фейсбуке, там прям сотни в день писал, сотни сообщений в день было, да. Ну и честно сказать, меня это испортило с какой-то точки зрения. То есть я вроде встречаюсь с бабой, я начал в ней сомневаться, да, такой, блин, вроде хорошая, но ну та какая соска, какая она красивая. Ну типа, ну что, я молодой, у меня никогда такого не было, чтобы я вот выбирал лучшую бабу. И я там загулял, наверное, я там загулял конкретно. Самооценку тебя залифтило вот это внимание. Да, залифтило, зашифтило. Я там, конечно, погулял, я решил, наверное, этим воспользоваться. Потому что, ну, прикинь, тебе пишут там сотни девушек, и то и тысячи. И ты просто выбираешь самую красивую, и ты ей пишешь, и она: «Вау, ты мне ответил! Вау!» Понимаешь? Но это реально правда. И они потом могли вот это вот скрин, то, что я ей ответил, или то, что я кого-то лайкнул. У тебя там в сторис, она в сторис гордится вот этим. И потом она всем друзьям, всем своим соседям, он мне ответил, CRG блогер ей ответил. Ну, конечно же, для меня, как для обычного человека, это, ну, было немножечко, для моего мозга это было слишком. Короче, ты в этот розовый ванильный антураж нырнул с головой и нырнул. поплыл. Я поплыл, да, куча баб. Слушай, но при этом, смотри, у тебя было очень много постов, когда ты там, типа, где же моя Филиппина, я ищу свою судьбу, свою Филиппину. Нафига ты это делал, если у тебя там чат приват ломился от сообщений? Чтобы поддерживать это, чтобы больше развивать вот эту популярность. Я поймал какую-то вот эту... Кураж? Да, кураж. Мне хотелось поддерживать, потому что там были сотни тысяч сообщений, комментариев и много приятных комплиментов, конечно. В России я и не получал одну сотую тысячу. Ну, говна начало хватать, когда я начал про еду говорить, про филиппинскую. Да, они удивились тем, что chicken skin, кто не знает, это куриная кожа,
там зажаренное, пережаренное в пережарках и полное отсутствие каких-либо овощей, я уже не говорю про зелени, это нормальная еда, и так изо дня в день. И да, меня начала эта тема прям подрывать. Я потом поехал во Вьетнам и запостил, я вспомнил, о, куча зелени. Я запостил, блин, как же все-таки классно, что здесь столько зелени. И жалко, что на Филиппинах этого нет. Слушай, я помню, и они стали отвечать, типа, а мы не козы, чтобы зелень жрать. Ну, типа такое, да, мы не козы, мы не это, мы не то. Много было хейта, да, зелень жрать не надо, короче. Ну, а для меня это было счастье. И после этого вот то, что их хейт пошел в мою сторону, у меня началось меняться к ним отношение. И розовые очки начали падать. Слушай, а как ты относишься к тому, что сейчас наблюдается некий тренд на Филиппинах среди наших мужиков, и многие едут на Филиппины искать себе подругу и жену? Что бы ты мог ответить этим ребятам? Ну, я, наверное, отчасти тот, кто этот тренд задавал. Ребят, я извиняюсь перед вами. Отчасти это был хайп. И отчасти я сам летал. Также я одел розовые очки касаемо филиппинских девушек. Но чем больше я узнал о них, и, наверное, истории даже из этого видео, которое я рассказал, истории своих подписчиков. Потому что, поверьте мне много пишет людей, которые связались с филиппинками. И сколько нового я узнал через эти отношения, потому что ребята приезжали с деньгами, знакомиться, создавать серьезные отношения. Казалось бы, все отлично. Сколько раз их кидали на деньги, сколько раз пытались манипулировать там. Ну, в общем, это другой менталитет, и он не такой простой, как нам кажется. Вот это нужно держать в голове. То есть ты не согласен с мнением многих, что филиппинская женщина, филиппинская жена лучшая жена? Она совсем другая. Это правда, что кто-то просто говорит, что все бабы одинаковые. Вот я считаю, что они другие, но если вы хотите создавать хорошие долгосрочные отношения, то не факт, что ваша филиппинская девушка будет лучше. Вот. Большой плюс на Филиппинах заключается в том, что в России, наверное, девушки действительно очень-очень большие запросы. На Филиппинах запросы минимальные. Да? Если ты купил ей просто ложку риса с какой-нибудь сосиской, ей этого будет достаточно. Если у тебя доход не нужен какой-то большой, да, ей не нужно, чтобы ты хватал, в общем-то, звезд с неба. Я считаю, что в этом есть и обратная сторона. Филиппинки, у них откуда-то идея такая, отчасти хорошая, что нужно поддерживать мужика. Это, наверное, часть их культуры, как-то морально поддерживать. Вот, они пытаются вникнуть, как у тебя дела, что ты сегодня поел, на бытовом плане. И они, как я это вижу, часто очень пытаются с тобой соглашаться во всем. По крайней мере, у меня был такой опыт. У меня был опыт, наверное, как типа звезды на Бахоле. Может быть, поэтому. Но мне лично это не нравилось. Мне казалось, что в Филиппинах нет какой-то внутреннего стержня. Вот у наших женщин как-то побольше вот этого внутреннего стержня, и с ними интересно. Ты имеешь в виду инициативу? Свое мнение, внутренний стержень, то есть она состоявшаяся личность какая-то. Филиппинки, они больше как детки такие, вот прям детки, которые своего мнения зачастую не имеют, они сразу же, как вот у нас многие мужики говорят, особенно мужское движение, женщина должна быть за мужиком. Вот. Ну да, если ты придерживаешься таких взглядов, в принципе, филиппинка будет за тобой идти, у нее, скорее всего, не будет своего мнения, или если будет свое мнение, но она готова будет его в жопу засунуть, скажем так. Ну, для многих это хорошая черта. Это хорошая черта, но мне кажется, что для хороших отношений, для хороших честных отношений это неправильно. Я считаю, что люди должны быть честны, а если человек честен, то он может с чем-то не соглашаться, что-то его может и бесить. А филиппинки, по крайней мере, опыту своих подписчиков, очень часто могут резко уйти из отношений. Потому что вот это несогласие, которое у них есть, оно копится, они поддерживают, пока это несогласие не дойдет до неких лимитов ее личности, и как-то все резко выплевывается. Да, у них очень много страхов тоже. Мне кажется, вот это они пережили колониальный период, я еще с этим связываю. То есть для них какой-то ты будешь сэром. Часто они называют нас сэрами белого человека, да? Такой комплекс белого человека. И они стараются максимально тебе во всем потакать. Вот. Но действительно внутренне накапливается, конечно же, что-то, это нормально, когда в отношениях
кого-то что-то не устраивает, что-то бесит, что-то не нравится. И одно дело, когда человек это говорит в отношениях, да, тем самым, ну, немножечко разряжает обстановочку, да, чем когда это копится. Вот у нас, у русских, часто копится бывает, а потом большой скандал, да, и вот так от скандала к скандалу. На Филиппинах, как они говорят, скандалов нет вообще, это правда. Один-единственный. Да, последний. Это даже не скандал, просто убегание, уход чаще всего. Вот такая особенность, которую вы должны знать. Мне лично это не очень близко, мне хочется отношений на равных с партнером. Мне не надо, чтобы она была какая-то потакала мне, все время была со мной согласна. Я считаю, что отношения должны быть на равных. Но, в принципе, ты согласен, что с филиппинкой можно построить семью, построить крепкие отношения? Конечно, можно. Такой же человек, ну все люди. Просто другая ментальность, другой менталитет, конечно, можно. Филиппины, я думаю, что это очень хороший тренажер для всяких социофобов, у кого там комплексы, кто боится познакомиться с девушками на самом деле. Потому что, ну как это происходит? Чаще всего, там, если девушка какая-то себе в России один раз отказала, и у тебя какая-то есть по поводу этого там травма или мнение о себе, что я какой-то не такой, у меня не получается, и ты такой, ну, может, ты действительно не очень красивый там, или ты заикаешься, или еще что-то, да, и эта травма, она будет закрепляться, потому что ты подаешь другой девушке, ты не уверен в себе, естественно, ты на нее транслируешь свою неуверенность, она это чувствует, она ха-ха-хи-хи, вот, сколько ты бабла зарабатываешь, и может быть, что так, что ты не сможешь раскрыться. Ты приедешь на Филиппины, и тебе дадут эту возможность раскрыться, это правда. Слушай, но еще может быть Филиппины некий такой последний шанс для тех, кто там за 45, за 50. У нас в стране мужчине в 50 лет сложно познакомиться и завести новые отношения. Это ли будет какая-то сверстница 50-летняя, с которой не очень интересно построить отношения, потому что у нее там вот такой багаж уже за спиной. А чтобы наш 50-летний обычный мужчина познакомился с 20-25-летней россиянкой, я думаю, такой ситуации, ну, они единичные. А на Филиппинах это сплошь и рядом. Да, сплошь и рядом, но я лично не понимаю, зачем 50-летнему знакомиться с 30-летним, что за бред? А вот прям фетиш на молодых девочек. Я не знаю тоже, в чем прикол. Мне 40 сейчас, я общался с филиппинками, которым за 30, 35, и это было интересное общение, интересная коммуникация. А с 20-летними девчонками я тоже общался. Вот так вот общался на Филиппинах, дофига. Но что с ними делать, ну, о чем... Кроме как трахать, да? Да и это надоедает в определенный момент. Типа, о чем разговаривать, кроме как, о чем мы будем сегодня кушать. У меня реально были глубокие, интересные дискуссии с филиппинкой, которая была за 30. И мне было интересно общаться. У нас был понятный друг другу английский. Опять же, у меня есть английский, у нее там был английский. Потому что язык и общение, я тоже считаю, что очень важны. Да, я с тобой согласен. Ну, если кому-то хочется, то, конечно, это действительно есть такая возможность 100%. 50, 60 даже лет действительно можно познакомиться с филиппинкой. А насчет общения с филиппинками хотел добавить. Действительно, есть такая штука интересная. Кто-то может сказать, что у них там уровень образования там, да, хуже. У меня тоже было общение с девушками там даже меньше 30. Но разговоры были очень интересные, очень откровенные и очень глубокие. Меня самому удивляло. И я для себя сделал такой вывод. То есть, да, конечно же, уровень образования в России выше. И девушки так-то поумнее, да, когнитивно как-то. Ты не путай еще образование и ум с мудростью с какой-то житейской. Я сейчас об этом и хочу сказать, да. У многих как раз такое понятие, оно путается подсознательно. Зато вот в эмоциональном плане, да, есть даже понятие эмоциональный интеллект, они гораздо более открытые. У нас в России очень много всяких комплексов, девушки вообще зажатые. У нас за девушки почему атакуют зачастую, да, мужика? Опять же из-за комплексов. Это такая метод, да, атака – лучшая защита. А филиппинки, они в этом плане гораздо проще. И с ними гораздо проще говорить на таком эмоциональном языке. То есть откровенно, честно, о своих эмоциях. И они не будут тебя как-то опускать, принижать. Типа, ты мужик, да ты должен, хули ты как сопля, там, размазня. Ты можешь честно рассказать там о своих каких-то проблемах. Она поймет, она тебя выслушает, она тебя поддержит. Это такой плюс. Серега, ты общался с девушками из разных стран, с китаянками, тайками, вьетнамками, ну, филиппинками, само собой. Есть ли какие-то отличительные черты для девушки из каждой этих стран? И с какой девушкой, из какой страны ты бы видел свое будущее? Я бы не хотел бы выбирать девушку прям по национальности.
Ты вообще считаешь, национальность как-нибудь влияет? Национальность и менталитет как-то влияют на отношения? Да, национальность влияет на менталитет, менталитет может влиять на отношения, но человеческая душа, она едина. Вот это я зарядил, блядь. Вот. Ну, то есть, я не хотел бы ограничивать себя в этом плане как-то. То есть, вот только девушка из этой страны. Я почему спросил? Потому что ты одно время постил там, типа, Филиппины, ищу свою судьбу, а последнее время ты конкретно конкретизируешь, что вот бы я хотел бы найти себе китаяночку. Потому что я понимаю, я начинаю задумываться, да, то есть, ну, например, я познакомлюсь с филиппинкой, да. Почему я не хочу филиппинку? Потому что, раз, на Филиппинах жить я не хочу. Два, филиппинку вывести — это большой геморрой, я это знаю по опыту своих подписчиков. Мне не нужно ни то, ни другое. Ну и, наверное, 3, с филиппинкой не будет развития. Возможно, не будет, но тут зависит, да. А может быть и будет. Можно везде, я думаю, найти своего человека в любой стране, на самом деле. И на Филиппинах тоже. Ну, скажем так, у меня нету самоцели найти себе прям идеальную какую-то девушку. Мне нужно найти девушку, с которой я могу строить отношения. Твой кочевой образ жизни, он вообще подразумевает долгосрочные отношения? Возможно ли такая ситуация, что ты куда-то там переедешь в какую-то страну, пусть то условная Китай или Филиппины, увидишь девушку, я не знаю, влюбишься, не влюбишься, но поймешь, что ты хочешь быть с ней и изменишь свой лайфстайл? Я уже прихожу к тому, что я меняю свой лайфстайл. Без всяких девушек? Да, то есть я понял, что я ушел немножко не туда. По поводу того, что я буду путешествовать, скорее всего, и дальше, я не могу уже, наверное, без этого жить, да? Мне хотелось бы девушку просто найти, с которой можно путешествовать. Не хотелось бы, чтобы девушка прям меняла кардинально мой лайфстайл и так далее. Я считаю, что хорошие отношения, которые я хочу создать, это там, где я могу быть собой. Чтобы девушка вошла в твой лайфстайл, и вы поехали вместе. Чтобы она, скажем так, могла тоже развиваться в этих отношениях, быть собой. Ну, тоже тебе надо ебанутую биполярку найти, чтобы вы там вот так вот. Я знаю, что мне нужно найти не совсем простую девушку, немножко такую одиозную, немножко, да. То есть точно не ту, которая не захочет никуда ездить, точно не ту, которая не захочет делать со мной какие-то кринжи, вот эти контенты, что-то, хотя бы, чтобы она меня не критиковала и позволяла мне это делать, да. То есть если она будет говорить: мне не нравятся твои друзья, мне не нравится то, что ты делаешь кринж-стримы, мне не нравится, ну, извини, дорогая, но мы тогда с тобой разойдемся. То есть девушка такая, которая может меня полностью понять, со всеми моими заморочками, проблемами. Подстраиваться я точно ни под кого не хочу. Но и так, чтобы она под меня не подстраивалась. Серега, что думаешь делать дальше? Какие планы на ближайшее будущее? А это сложный вопрос. У меня есть несколько вариантов, да? Всегда есть запасные. В идеале, я еще раз повторяюсь, я понял, что я ушел не туда, я бы хотел бы все-таки как-то начать свою вот эту вот обучение в плане психотерапии. Мне хочется возвращаться туда, как ни крути. А желательно пойти вот эту групповую терапию. Ну, если не получится, то начать строить отношения. Потому что мои все проблемы сейчас, я застрял, как я считаю, в связи с тем, что у меня не получилось построить отношения нормальные, да? И казалось бы, что можно развиваться и без этого. Но я лично понял абсолютно точно в себе, я уверен на 100%, что мое дальнейшее развитие, оно прям напрямую связано с навыком создания нормальных отношений с девушкой. Скорее всего, я найду девушку, которая тоже сможет развиваться только в отношениях со мной, где мы сможем строить доверительные, честные отношения. Я это говорю не потому, что я что-то это вычитал, потому что я чувствую свою потребность в этом. Вот я, например, в Москве, у меня есть подруга, очень хорошая, Лена, привет. Очень красивая милфочка, можно сказать. Теперь у меня новая терминология. Вот спасибо тем, кто смотрит мои стримы. Как бы Лена сейчас не стала бывшей подругой. Да, у нее своя жизнь, но мы как друзья, мы очень близко общаемся. Это были, я бы сказал, первые мои осознанные отношения. Те отношения, где с самого начала мы все проговаривали. Я не хочу детей, да, сразу, никакого вранья. С самого начала. Или, например, в сексе я хочу то, но я боюсь тебе об этом сказать. Понимаешь? Можно проговаривать все с ней. И было тяжело моментами, да, то что или мы пошли в кафе, в ресторан, я за нее заплатил, потому что не хотел конфликта на людях, да, но потом мы пришли домой, я чувствую, мне некомфортно, и я ей сказал... Ты что, говоришь, типа, отдай сдачу, давай половину? Я сказал: Лен, я чувствую себя некомфортно,
Я не хочу постоянно за тебя платить. Я боюсь, например, что а вдруг ты меня используешь в этих целях. То есть я не свои страхи не скрываю в себе и закрываюсь, замыкаюсь в этом. А я вот ей это говорю. Я считаю, вот в этом и заключаются здоровые отношения. То, что у страхи есть у любого человека, там, блядь, тараканов до хера, это у всех есть. Но именно вот эта возможность говорить, если другой человек тебя слышит, может быть, через свои обиды, через свои травмы, но у него есть возможность тебя так или иначе услышать, и он готов идти тебе навстречу и развиваться, и открываться тебе. Вот здесь происходит реальное развитие. Вот этого развития то, что мне нужно. Потому что с Леной у тебя не было языкового барьера, и у вас один культурный код. А попробуй с китаянкой вот такие отношения. С двумя бывшими женами у меня тоже был один язык, и тоже не было каких-то различий в культурном коде, но в итоге у нас общение просто уж пришло в полнейший тупик, куча обид, взаимных претензий. Как ты думаешь, ты сможешь с какой-нибудь условной китаянкой построить такие доверительные отношения? Я думаю, что язык вообще не преграда. Например, вот с Ким у меня получалось. Конечно, Ким уже, можно сказать, на моем канале звезда, у нее даже есть свои поклонники. Я без подробностей, но она, по крайней мере, слышала меня. Я даже с ней читал книгу по психотерапии, по решению там каких-то психотерапевтических проблем. Я не смогу строить отношения с девушкой, у которой все отлично в жизни. Во-первых, таких мало, единицы. Во-вторых, мы просто не увидим друг друга, искра не стрельнет. Я в это верю. Вы еще тут? Что думаете про рассказ Сергея? Хотели бы вы так же, как и он, постоянно путешествовать? Напишите в комментариях. Тем, кто досмотрел это видео до конца, плюсик в карму. Всем спасибо и всем мира. Это вообще никак не связано. Так совпало. Вот. И о чем я говорил, Серег? Вопрос был... Вот ты уволился с завода, это я про себя уже. Ты уволился с офиса, поехал путешествовать, и вопрос был ли у тебя какой-то финансовый план и про подушку безопасности? То есть я много денег потратил, то есть я, у меня Бери ногу из кадра. Да, так удобно было. Итак, первый вопрос, Сергей. Ты покакал? Нет, не успел. Хороший вопрос. Серега. Ох, ебать, ты меня загрузил. Сорян. Лучше биполярочка, значит, да? Значит, такой вот пациент попался сегодня, блядь. Интересный случай. Слушай. Глаза смотри, блядь. Я слежу за тобой. Жесткий блогер. Но зато все по делу, блядь. Попробуй только ты, сука, там где-то, блядь. Блядь, как сложно с неадекватным человеком записывать интервью, а? Собрался? Да я, блядь, вообще еще тебя соберу.